В марте 2024 года 81-летний пенсионер ответил на телефонный звонок. Через 3 часа он застрелит незнакомку возле собственного дома. И до самого конца он будет уверен, что спасает свою семью. А все устроили люди, которых он никогда не видел. Мы привыкли думать, что телефонные мошенники воруют деньги. Но иногда они забирают гораздо больше. Иногда человеческие жизни. Все, что вы сейчас услышите, произошло на самом деле. Итак, округ Кларк, штат Огайо. 25 марта 2024 года, 10 утра. 81-летний Уильям Брок стоит на кухне. В доме тихо. Вдруг дребезжащий звонок домашнего телефона разрывает утро. Брок поднимает трубку. Он еще не знает, что эта секунда становится последней в его нормальной жизни. Через 3 часа он нажмет на курок. А сейчас из динамика телефона доносится крик. Сдавленный, панический. «Дед, это я! Я в тюрьме! Я сбил человека!» У Брока холодеет внутри. Он узнает голос. Именно на это рассчитывают мошенники. Они не выбирают жертв случайно. Они ищут людей, для которых семья – это самое главное. И пожилые люди становятся идеальными целями для этого. Не потому, что они наивны, а потому, что привыкли верить голосу близких. Через несколько секунд трубку перехватывает другой голос. Сухой, холодный и уверенный. «Уильям, времени нет. Пострадавшая беременная женщина из очень влиятельной семьи. Такие держат половину этого округа. Нам нужен залог. Ведь если дело дойдет до суда, твоему внуку конец. В тюрьме такие истории часто заканчиваются до решения суда». «Сколько дома у вас наличными?» «Прямо сейчас, в сейфе». Около 12 тысяч. Мошенники понимают, жертва попалась, крючок проглочен. Они знают, что пожилые часто хранят дома гробовые деньги. Теперь главное не дать ему подумать. Это классическая техника психологического давления. Человека удерживают на линии, чтобы он не успел проверить историю, чтобы не успел позвонить родственникам, не успел включить рациональное мышление. Этого хватит, но слушайте внимательно, не кладите трубку. Если связь оборвется, ваш внук труп. И далее голос жестче. Идите к сейфу. Я должен слышать, как открывается замок. А это уже изоляция. Чужое дыхание в ухе, ни секунды тишины, ни секунды на размышление. Брок идет к сейфу, руки дрожат, он достает пачки купюр и кладет их в конверт. После 2 часов давления он уже не принимает решений. Он просто выполняет команды. Именно в этот момент телефонный звонок постепенно начинает превращать Уильяма Брока в оружие. 11:45 утра. Брок сидит на краю кровати, сжимая конверт с деньгами. Телефон все еще у уха. Он на связи почти 2 часа. Он измотан.
Через несколько минут к дому должен подъехать человек, который заберет деньги. Но мошенники боятся одного. Если Брок заговорит с водителем, он может понять их обман. Поэтому сейчас они переходят к следующему шагу. Они программируют его на страх. Голос напряженный. Уильям, нас раскрыли. Семья пострадавших наняла киллера. Белая машина уже едет к тебе. Внутри женщина, их разведчик. Она едет не просто за деньгами, а также убрать свидетеля. Теперь в голове Брока новая реальность. Он ждет не курьера, он ждет убийцу. У тебя есть оружие? Да. Тогда достань его. Когда она подъедет, выйди из дома. Покажи, что вооружен. Пусть схватит пакет и уедет без вопросов. Голос резкий. Защищай свою жизнь, Уильям. Именно так работает страх. Когда человеку внушают угрозу, мозг переключается на режим выживания. Рациональное мышление отключается. И прямо сейчас они превращают старика в часового. Человека, который стоит на страже собственного дома и ждет приближения опасности. Мошенники же уверены, он просто испугает водителя и отдаст пакет с деньгами. Но они совершают роковую ошибку. Они забывают, что 2 часа паники могут изменить восприятие реальности любого человека. 12:45 дня. Белый седан медленно сворачивает на подъездную дорогу к дому Брука. За рулем 61-летняя Лолита Холл, водитель Uber. Она не знает ни Брока, ни тех людей, которые организовали этот звонок. За несколько минут до этого она просто получила заказ в приложении. Кто-то попросил подъехать к дому, забрать пакет и отвезти его дальше. Такие заказы для водителей не редкость. Она думает, что просто выполняет работу. Но на самом деле она становится частью чужой аферы. Частью плана, о котором она даже не подозревает. Она притормаживает у почтового ящика, глушит двигатель, выходит из машины. Гравий тихо хрустит под ногами. Телефон у нее в руке. Но за окном дома уже стоит человек с пистолетом. Брок видит машину. Все совпадает. Голос трубки был прав. Дверь резко распахивается, и он выходит на крыльцо с револьвером. «Брось телефон на землю!» Лолета замирает. «Сэр, я из Uber». Она поднимает телефон, показывая экран приложения. Но для Брока это угроза. В панике мозг видит оружие в любом предмете. Лолета делает шаг назад, разворачивается и бежит к машине. Раздается выстрел. Пуля попадает ей в ногу. Она падает на бетон, кровь растекается по гравию. Она кричит, просит о помощи, а в трубке наступает тишина. Мошенники понимают, курьер ранен. Теперь она не сможет забрать пакет, а значит, денег не будет. План рушится. Им нужно, чтобы быстро все закончилось. Им нужно, чтобы человек с пистолетом
оказался полностью виновным. Они снова возвращаются к трубке. «Добивай ее! У нее пистолет под сиденьем. Если не выстрелишь, она убьет тебя». Брок смотрит на женщину на земле. Он уверен, что защищает свою жизнь. Он нажимает курок, а потом еще раз. 6 выстрелов. Во дворе становится тихо. 13:15 дня. Тяжелая тишина повисла над фермой. Лишь двигатель машины Лолиты урчит на холостом ходу. Брок стоит посреди двора с револьвером, телефон у уха. Голос холодный. «Сэр, вы ее убили?» «Отлично, ждите помощи». И гудки. Мошенники исчезли. Через минуту подъезжают полицейские машины. Брок выходит навстречу. Он все еще уверен в своей правоте. В допросной он рассказывает все. И про звонок, и про внука в тюрьме, и про залог, и даже про киллера. Детектив включает громкую связь и звонит внуку. «Алло, дед, привет! У меня все нормально, как ты?» Мир рушится. Внук жив, никакой аварии, только обман. Брок опускает взгляд на свои руки, понимая, что он стал убийцей. Мошенники использовали его сначала для денег, потом, чтобы он нажал на курок. Февраль 2026 года. Суд. 83-летний Уильям Брок на скамье подсудимых. Защита твердит о самообороне, но камеры Лолиты показывают правду. Безоружная женщина лежит на бетоне и просит пощады. И 6 выстрелов. Приговор 21 год до пожизненного. Для 83-летнего это практически пожизненно. Но кто же на самом деле виноват? Тот, кто нажал на курок, или те, кто довел его до этого? Мошенники не найдены. Они растворились в цифровой тени. Для них неудачный звонок – 1 из 1000. А Брок едет в тюрьму. Лолета в могилу. А где-то снова звонит телефон, и в трубке звучит знакомый голос. «Алло, бабушка, это твой внук!»